Вы не случайно попали в этот момент. Вы не случайно нажали кнопку воспроизведения. Вы думаете, что попали сюда из любопытства, но я говорю вам, нет, подтвердить для вас это было божественным промыслом. Прикосновение к верному ключу активировало нечто духовное, и невидимый код начал работать в невидимом мире. Двери, которые были запечатаны годами, двери, в которые вы стучали до крови, теперь дрожат на петлях. Это не поэтическая метафора. Это пророчество, обращенное непосредственно к вам. И вы должны остаться до конца, чтобы услышать всю полноту того, что я собираюсь открыть, потому что ваша жизнь вот-вот радикально изменится к финансовой трансформации. Я вижу долги, которые душат тебя по ночам. Я вижу неоплаченные счета, сложенные стопкой, словно безмолвные обвинения в углу твоего стола. Я вижу страх перед банковским счетом, тревогу, сжимающую грудь, когда звонит телефон, и мысли о том, не звонят ли еще одни коллекторы. Тебе говорили лучше управлять, быть дисциплинированным, но никто не говорил, что есть битвы, которые не выиграть одними деньгами, битвы, требующие божественного прорыва. И сегодня ты прикоснулся к ключу, открывающему древние обещания, скрытые от глаз гордецов, но открытые тем, кто осмеливается довериться мне. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Годами ты молился словами, которые, казалось, не имели смысла, словно растворялись, не достигнув небес. Ты спрашивал, почему я молчу, почему изобилие кажется благословением, предназначенным только для других. Но сегодня все иначе. Что-то в твоем духе совпало с моим временем. Твой простой поступок, будь то молитва, прошептанная в отчаянии прошлой ночью, или решение нажать на это сообщение, был немалым. Это был пароль. Вера в тот момент послала сигнал в вечность, и небеса ответили. Говорю вам сейчас, ваша финансовая тревога – непостоянное состояние. Речь идет не только о деньгах, речь идет о восстановлении вашего покоя, контроля, доверия и радости. Процветание было вписано в вашу историю задолго до того, как вы сделали первый вдох, и теперь код вводится. Оставайтесь до конца, потому что я собираюсь показать вам, как то, зачем вы так гонялись, начнет преследовать вас. Смотрите внимательно. Слушайте внимательно. Потому что сегодня невидимое станет видимым, и благословение, которое вы считали далеким, придет в вашу жизнь. Я видел тебя той ночью. Ты думал, что никто не смотрит, но я был там, в тусклом свете твоей комнаты, когда ты сидел на краю кровати, уставившись на нескладывающиеся цифры. Я слышал вздох, который ты пытался заглушить. Я видел, как слеза скатилась по твоей щеке, когда ты понял, что вера, некогда пылавшая в твоем сердце, угасла, превратившись в тихую боль. Неоплаченная арендная плата. Баланс кредитной карты ползет вверх. Работа, которая обещала возможности, но оставила тебя с еще более пустыми карманами, чем прежде. Ты чувствовал, что обещания, в которые ты когда-то верил, утратили силу, как будто изобилие, о котором я говорил, принадлежало другой эпохе, чьей-то чужой жизни, не твоей. Но я не Бог, нарушающий слово свое. Я Бог, исполняющий его в назначенное время. Помните, что написано во Второзаконии, глава 28. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих. Ваша боль не была случайной, это была засуха перед потопом. И я говорю вам сейчас, как сказал Израилю, когда их урожай казался потерянным, довольно. Запас, хранимый для вас, вот-вот будет высвобожден». Когда Иосиф был в темнице, у него не было никаких признаков изобилия. Только цепи, стены и молчание. И все же голод, поразивший Египет, стал причиной его возвышения. То, что когда-то было спрятано в хранилищах,
было извлечено, чтобы он мог распоряжаться. Видите ли вы закономерность? Ваша нужда не была проклятием, она стала предпосылкой для излияния, которое никто не сможет остановить. Финансовое преображение, о котором вы молились, не просто залатает трещины в вашей жизни, оно и зальется на жизни других. Твоя вера была испытана не для того, чтобы тебя погубить, а для того, чтобы доказать, что она способна выстоять, даже когда не осталось ничего, кроме меня. Враг пытался убедить тебя, что пропитание для других, что процветание – это история, которой тебе никогда не суждено будет жить. Но вот я говорю прямо в твою жизнь, то, что казалось невозможным, свершится на твоих глазах. Так же, как я раздвинул воды Красного моря, когда все пути были закрыты, я открою то, что никто не может закрыть. Ты боялся снова мечтать, потому что мечты стоят надежды, а надежда кажется дорогой, когда твой дух опустошен. Но я возвращаю тебе надежду, возвращаю тебе пропитание. Ты думал, если бы только у меня было достаточно, чтобы дышать без страха, но я говорю, я дам тебе более чем достаточно, чтобы страх больше никогда тебя не коснулся. То, что я собираюсь сделать, это не благотворительность, а завет. Это исполнение древнего обещания, которое я дал тебе еще до того, как ты узнал мое имя. В духовном мире есть хранилище, на котором написано ваше имя. Внутри то, чего вы так жаждали – обеспеченность, благосклонность, открытые двери, неожиданные возможности. Годами это было скрыто не потому, что я забыл вас, а потому, что я готовил момент, когда его высвобождение окажет наибольшее влияние. Этот момент настал. Вы увидите, как долги будут списаны немыслимым образом. Вы увидите предложения о работе, которые появятся сами собой, без вашего участия. Вы увидите денежный поток оттуда, где раньше они лишь утекали. И все же, говорю вам, дело не только в вашем банковском счете. Дело в доверии. Я доказываю вам, что могу быть вашим источником, а не просто запасным выходом. Я показываю вам, что я Бог контрактов и зарплат, рынков и сезонов, сердец людей, которые благословляют вас, не понимая за что. Я избавляю вас от стыда, который вы испытывали всякий раз, когда вам приходилось говорить «я не могу себе этого позволить», и облекаю вас в уверенность того, кто знает, что небеса поддерживают его. Вспомните Илию у потока Харафа. Земля была в засухе, но я послал воронов, чтобы они кормили его. Когда поток высох, я послал его к вдове в Сарепту женщине, у которой не было ничего, кроме горсти муки и немного масла. Мир видел, что она не способна ему помочь. Но когда вера пробудилась, ее немногого стало достаточно, чтобы прокормить всех, пока не закончился голод. Твое положение похоже. На ее слишком мало, чтобы иметь значение, слишком хрупко, чтобы длиться вечно. Но я собираюсь умножить твое «недостаточно», пока оно не станет переполненным. Мне нужно, чтобы вы поняли, никто не сможет остановить перемены, которые я предназначил. Не экономика, не мнение тех, кто вас осуждал, не ошибки, которые вы совершили в прошлом, даже ваши собственные сомнения. Когда я скажу «хватит», силы, сдерживавшие вас, должны освободить вас. Когда я провозглашаю, что время пришло, двери распахиваются, независимо от того, чувствуете ли вы себя готовыми или нет. Вы оглянетесь на этот момент и увидите его как поворотный момент, день, когда прекратилась засуха, день, когда возродилась ваша вера, день, когда изобилие стало вашей реальностью. И все начинается с вашего согласия. Произнесите это вслух прямо сейчас, и я принимаю то, что ты уготовил для меня. Напишите это в комментариях как заявление, не для того, чтобы другие одобрили, а чтобы небеса стали свидетелями вашей веры. Потому что речь идет не о надежде на лучшее будущее когда-нибудь,
Речь идет о том, чтобы войти в него сегодня. И я говорю вам, ключ повернут, хранилище открывается, и сокровище высвобождается. Изобилие, которое вы считали отложенным, пришло точно в срок. И вскоре вы засвидетельствуете не о том, как вы были отчаянны, а о том, насколько я был верен. Вы пока этого не осознаете, но в тот момент, когда вы коснулись нужной клавиши, что-то в духовном мире изменилось так сильно, что цепи, сковывавшие вашу жизнь, зазвенели. Это было не то незначительное изменение, что исчезает с утренним светом. Это был открывающийся портал. Освобождение. И не то, что медленно проникает в ваши дни, а внезапный, всепоглощающий поворот, который удивит даже вас. Я не говорю о совпадениях и не говорю загадками. Это божественная причина и следствие. Но послушайте меня внимательно. Активация не приходит с тревогой и не выживает на почве сомнений. То, что было раскрыто, будет востребовано только верой и упорством. Подумайте о священниках в России, которые стояли под гнетущим взором режимов, стремившихся лишить их голоса, веры и надежды. Они продолжали проповедовать не потому, что у них были гарантии, а потому, что были убеждены. Они выдержали тюремные камеры, допросы и публичное унижение. И все же их стойкость сохранила нечто большее, чем они сами, а она сохранила истину для последующих поколений. Так же, как они отказались склониться, вы должны отказаться позволять страху диктовать условия вашей веры. Вам довелось пройти через допросы не с солдатами, а с самой жизнью. Счета, которые приходят, словно безжалостные вопросы, на которые вы не можете ответить. «Нет», которое прозвучало после того, как вы думали, что собеседование прошло идеально. Отношения, которые развалились, когда вы думали, что стабильность уже близко. Каждая конфронтация была испытанием, тяжким грузом вопросов: «Ты сломаешься?» Ты стоял на холодном ветру этих испытаний, дрожа и спрашивая себя, сколько еще сможешь выдержать. Но вот тайна, которую ты должен постичь: те, кто претерпит до конца, получат то, что ему уготовано. Я думаю об Александре Мене, русском священнике, чей голос нес свет в тени гонений. Он знал, что правда не роскошь, а спасительный круг. Он говорил ее, когда это стоило ему всего, и дожил до того, чтобы увидеть, как посеянные им семена начинают прорастать. Ваша стойкость сеет семена уже сейчас. Возможно, вы их пока не видите, но почва вашей настойчивости – плодородная почва для изобилия. Вы ближе, чем думаете, но путь сам собой не выровняется, вы должны идти по нему шаг за шагом, не отступая. Это путешествие принесет еще больше столкновений. Будут моменты, когда враг шепчет: «Ничего не изменилось». Однажды утром вы проснетесь и все еще увидите, что ваш банковский счет меньше, чем вы надеялись, и все еще будете чувствовать напряжение в груди при мысли о завтрашнем дне. В этот момент ваша стойкость будет испытана. Именно здесь многие отступают, убеждают себя, что портал, который они чувствовали, был лишь воображением. Но вы не будете одним из них. Потому что я говорю с вами сейчас, чтобы подготовить вас. Тряска, которую вы чувствуете, это не крах, это созидание. Вы столкнетесь с людьми, которые подвергнут сомнению вашу веру. Некоторые будут насмехаться над вашей верой в божественное провидение, указывая на логику, статистику и рыночные тенденции как на доказательство тщетности ваших надежд. Другие будут прикрывать сомнения беспокойством, призывая вас быть реалистами, как будто реализм когда-либо рождал чудеса. Вспомните русских верующих, которые молились в подвалах, шепча молитвы, пока мир пытался заставить их замолчать. У них не было видимых доказательств победы, но они упорствовали, пока не настал день, когда они могли стоять открыто, без страха. Ваш финансовый прорыв будет следовать той же схеме. Первые признаки могут быть незначительными,
скидка здесь, небольшой неожиданный депозит там, но они будут нарастать. Вы должны воспринимать каждый из них как подтверждение, а не как совпадение. Дверь уже открыта, теперь путь – пройти через нее, не оглядываясь назад. И да, будут моменты, когда вы почувствуете усталость. Усталость, которая пронизывает до костей и делает даже веру тяжелой. В такие моменты помните мои слова: претерпевшие до конца спасутся. От Матфея 24 часа 13 минут. Терпение не пассивно, оно активно, осознанно и часто некомфортно. Это выбор говорить о изобилии в своей жизни, когда нехватка смотрит вам прямо в лицо. Это выбор отдавать десятину, когда кажется безопаснее копить. Это выбор благодарить меня за пропитание, прежде чем вы увидите его в своих руках. Не путайте период ожидания с отсутствием движения. Самые мощные перемены происходят в тишине, под поверхностью, скрытой от глаз до назначенного времени. Прикосновение ключа уже запустило цепную реакцию на небесах. Ангелы, назначенные для вашего промысла, уже отправлены. Но как семя должно оставаться погребенным, прежде чем прорастет сквозь почву, так и вы должны сохранять стойкость, прежде чем наступит видимый прорыв. Представьте это как историю русских ледоколов в арктических морях. Казалось, что ледяную поверхность невозможно пробить, но корабли продвигались вперед, разбивая лед слой за слоем, пока не появилась открытая вода. Ваше упорство – этот ледокол. Каждый день, когда вы выбираете доверие вместо страха, вы разбиваете еще один слой. Каждая молитва, каждый акт щедрости, каждый отказ поддаться отчаянию – все это расширяет путь для вашего пропитания. Не буду лгать, впереди еще буря. Но бури не отменяют судьбу. На самом деле, они часто ее ускоряют. Когда поднимаются ветры сомнений, твердо укоренись в моих обещаниях. Повторяя их, пока они не станут громче бури. Внушай их в свой дом, в свою работу, в свой собственный дух. Пусть мир думает, что ты упрямый, он не понимает, что упрямая вера – это ключ к чудесам. Ты идешь по пути, на котором многие остановились. Но я избрал тебя, чтобы ты завершил его. Не только для того, чтобы ты увидел изобилие, которое я приготовил для тебя, но и для того, чтобы другие увидели его и знали, что я верен. Твое свидетельство станет картой для тех, кто все еще блуждает. И когда наступит перелом, а он наступит, он произойдет так внезапно, так полно, что ты удивишься, как ты вообще когда-либо сомневался. Оставайтесь на пути. Портал открыт. Поворот уже начал свой путь к вам. И когда он наступит, вы получите не просто то, что вам нужно, вы получите больше, чем вы осмеливались поверить в возможность. Те, кто претерпит до конца, увидят полноту обещанного мной. Вы один из них. И ваш конец недалек, он здесь, возвышается над горизонтом, приближаясь с каждым вашим шагом. Я хочу, чтобы вы представили себе этот момент так, как будто он происходит прямо сейчас не в вашем воображении, а в невидимом мире, который управляет видимым. Передо мной стоит жертвенник. На нем лежит ключ и не из металла, а из света. Это тот же ключ, который открыл двери темницы Иосифу и привел его прямо в тронный зал фараона. Это тот же ключ, который перенес Эстер из безвестности в центр царского дворца, где ее голос изменил судьбу народа. И теперь этот ключ в вашей руке. Вы не заслужили его совершенством. Вы не соответствовали этому по человеческим меркам. Деньги, обеспечение, финансовый прорыв, которые вас ждут, происходит не потому, что вы заслужили их по-человечески, а потому, что вы доверенный, ты верил, а ты решил следовать, когда было бы легче сдаться. Это не благотворительность. Это завет. А завет всегда требует клятвы, момента,
когда вы предстаете перед небесами и заявляете, что полученное вами не умрет в ваших руках, а будет жить в вашем послушании. Это тот самый момент для вас. Ваше решение продолжать идти, терпеть, когда другие сдаются, активировало движение небес в вашу пользу. Ангелы посланы, возможности выстраиваются в ряд, и даже сердце людей, которых вы еще не встречали, готовится благословить вас. Но я хочу на мгновение вернуть вас не к победам, которые вам еще предстоит увидеть, а к потерям, которые вы уже понесли. Было время, когда вы стояли на краю возможностей и позволили страху утащить вас назад. Вы можете вспомнить тот самый день, когда сказали «нет» чему-то, что могло бы все изменить, не потому, что вы этого не хотели, а потому, что считали себя не готовыми. Вы видели, как закрываются двери, которые, как вы позже поняли, были вашим собственным ответом на молитву, и вынесли бремя этого сожаления. Были моменты, когда вы смотрели на свой банковский счет и говорили себе, что никогда не вырветесь из этого круга, что это просто ваша жизнь сейчас. Именно такого будущего хотел для вас враг будущего выживания, а не изобилия. Но я говорю вам сейчас, это больше не ваше будущее. То, что могло бы быть, снова оживет. Возможности, которые вы считали упущенными, возрождаются, и гораздо более впечатляющие, чем вы можете себе представить. Упущенные сделки сменятся более значительными. Работа, которую вы считали своим единственным шансом, покажется незначительной по сравнению с тем, что я принесу вам. И деньги, да, именно деньги, придут не для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно, а для того, чтобы вы стали способными. Способными строить, способными отдавать, способными разорвать порочный круг, который преследовал вашу семью поколениями. Подумайте об Иосифе. Ключом к его возвышению был не только приказ фараона, но и вера, выдержавшая предательство, ложные обвинения и годы молчания небес. Подумайте об Эсфире. Ключом к ее положению была не только красота, но и смелость говорить, когда молчание было бы безопаснее. Ваш ключ – вера, которая отказывается поддаваться сомнениям, даже когда все вокруг твердит вам об этом. Именно эта вера и призвала на помощь. Теперь я прошу вас задержаться в этом моменте не физически, а духовно. Представьте, что вы держите этот ключ света. Я хочу, чтобы вы дали мне эту клятву. Я не растрачу то, что ты мне даешь. Я не отступлю, когда ты позовешь меня вперед. Я буду использовать дары, которые ты даешь, чтобы почтить тебя, благословить других и исполнить предназначение, которое ты дал моей жизни. Скажите это и имейте это в виду. Небеса слышат, когда вы заключаете завет своими устами. Потому что то, что грядет, это не ручеек, а поток. Но изобилие без обязательств оборачивается пустотой. Богатство без мудрости оборачивается крахом. Я даю тебе не просто ресурсы, но и ответственность. С каждым благословением приходит решение, будешь ли ты его беречь, приумножать и использовать так, как я повелеваю, или позволишь страху и беспечности украсть его. Клятва, которую ты даешь сейчас, станет твоим якорем, когда искушение попытается сбить тебя с пути. Я хочу, чтобы вы поняли, это больше, чем просто деньги, это наследие. Когда Иосиф вступил во дворец, он не просто обеспечил себе комфорт. Он стал причиной того, что вся его семья пережила голод. Когда Эстер вошла в тронный зал, она не просто спасла себя, она сохранила будущее своего народа. То, что я передаю вам, имеет такой же вес. Финансовая трансформация, которую вы вот-вот испытаете, касается не только вас, она затронет и тех, кто связан с вашей жизнью, с некоторыми из которых вы еще даже не знакомы. Не обманывайтесь, думая, что это мелочь. Даже первый взнос, первая открытая дверь, первый неожиданный чек – это признаки того, что ключ повернулся.
Хранилище открывается. Я приглашаю вас шагнуть в будущее, которое враг пытался стереть. Тот же ключ, что открыл судьбы Иосифа и Эстер, открывает и вашу. И единственное, что мне нужно от вас в этот момент, это вера, скрепленная клятвой. Итак, вот что я хочу, чтобы вы сделали прямо сейчас, а не потом. Напишите свою клятву публично в комментариях. Провозгласите ее так, чтобы вы не могли от нее отказаться молча. Дайте миру знать, что вы решили чтить то, что я вам даю. Не потому, что мне нужны ваши слова для исполнения моего плана, а потому, что ты нужно услышать свои обязательства. Вам нужно воплотить свою веру в действие, даже в этом маленьком шаге, чтобы, когда придут более важные шаги, вы уже были готовы двигаться вперед без колебаний. Это ваш поворотный момент. Вы не в конце своей истории, вы в начале главы, где все меняется. Ключ в вашей руке, клятва на ваших устах, и движение небес уже началось. Прокомментируйте это сейчас. Пусть будет написано и на земле, и на небесах, что вы выбрали верить, принимать и идти вперед к изобилию, которое я уготовил для вас. Потому что именно здесь, прямо сейчас, ваше будущее снова начинает жить. Мне нужно сказать тебе то, чего ты еще не осознал. Боль, которую ты испытывал в этом сезоне, тяжесть, стыд, то, как финансовые неудачи, казалось, давили на твои плечи, словно постоянное напоминание о том, чего ты не достиг, была не просто борьбой. Это была идентичность, которая была накинута на тебя, словно одежда, которая никогда тебе не принадлежала. Ты носил ее так долго, что начал верить, что это и есть ты. Но я, Господь, Бог твой, заявляю тебе сейчас, эта тяжесть срывается с тебя, как одежда, изношенная и дырявая. Ее не починить, ее снимут. Ты больше никогда не наденешь ее. Я облекаю тебя во что-то новое. Не в одежды того, кто едва выживает, а в одежды преуспевающего. Ты будешь стоять во главе, а не в хвосте. Ты будешь давать взаймы, а не брать взаймы. Ты будешь управлять, а не просить. И все же, я знаю, что именно здесь твое сердце начинает трепетать, потому что процветание, истинное процветание, требует нового образа жизни, нового образа мышления и нового способа доверия мне. Годами ты приспосабливался к жизни в нужде. Ты усвоил ритм скудости. Но теперь я прошу тебя войти в ритм изобилия. Вот та часть, которую ты пока не видишь, твой подъем не произойдет в одиночестве. Есть кто-то, связанный с тобой, кто-то, чья жизнь переплетена с твоей историей таким образом, который ты до конца не осознаешь. Они несли на себе часть бремени твоей борьбы, даже не сказав тебе об этом. Они скорректировали свои мечты, чтобы помочь тебе выжить. И когда я подниму тебя, они поднимутся вместе с тобой. Но здесь же возникает и моральная дилемма. Увидишь ли ты их? Вспомнишь ли ты их? Или новая личность, в которую я тебя облеку, заставит тебя забыть тех, кто был рядом с тобой в одни тьмы? Когда Иосиф пришел к власти, он стоял во дворце фараона, одетый в льняные одежды. Но когда пришли его братья, отчаявшиеся и голодающие, он не отослал их. Он осознал эту связь, общую историю, которая привела их всех к этому моменту. Точно так же, когда начнется ваш период завоеваний, возникнет искушение сосредоточиться только на том, что вы, наконец, можете сделать для себя. Но я говорю вам, часть вашего благословения связана с тем, как вы обращаетесь с людьми, связанными с вашим путем. Вы можете подумать: «Господи, мне сейчас даже на себя не хватает. Зачем говорить мне о помощи кому-то другому?» Потому что изобилие – это не только деньги, это способности. Я развиваю твою способность руководить, управлять, организовывать и наводить порядок там, где раньше царил хаос.
Эта способность перетечет к тем, кто связан с тобой, но это должно быть осознанным. Речь идет не о чувстве вины, а об ответственном управлении. Скоро вы почувствуете перемены. Ваши руки больше не будут чувствовать себя пустыми. Стресс, который раньше лишал вас сна, начнет отступать, сменившись чувством готовности, которого вы не испытывали годами. Возможности начнут появляться, двери, которые вы считали закрытыми, внезапно распахнутся. Но помните, это не случайность. Это начало времени, когда вы подниметесь, организуетесь и победите, не ради того, чтобы доказать неправоту сомневающихся, а ради того, чтобы доказать правоту моего слова. Но здесь я останавливаюсь, чтобы спросить вас, когда я сниму с себя одеяние неудачи и облеку вас в личность преуспевающего, будете ли вы носить это со смирением? Останетесь ли вы готовыми к обучению или позволите гордыне взять верх? В этом и заключается напряжение благословения. У вас будет больше силы, чем когда-либо прежде. Вы сможете сказать «да» тому, от чего когда-то приходилось отказываться. И с этой силой придет выбор, будете ли вы по-прежнему полагаться на меня или поверите, что добились всего своими силами. Я открываю вам это сейчас, чтобы, когда это произойдет, вы не были удивлены тяжестью ответственности, приходящей с изобилием. Это не просто финансовый переворот, это полная трансформация личности. Вы переходите от выживания к независимости. Вы переходите от отчаяния к принятию решений. Вы переходите от дефицита к управлению. Я знаю твое сердце. Я знаю, что в глубине души ты всегда хотел быть тем, кто помогает, а не тем, кому помогают. Я воплощаю это желание в реальность. Но я также связываю эту реальность с целью, более великой, чем ты сам. Люди, причастные к твоей победе, не просто увидят ее, а они испытают ее на себе. Так что готовьтесь. Старая одежда ушла. Новая уже здесь. Поднимайтесь. Организуйтесь. Побеждайте. И когда вы это сделаете, помните, благословение не только в том, что вы обретете, но и в том, как вы это используете, чтобы написать новую историю не только для себя, но и для всех, кого коснется ваша жизнь. Это ваше призвание. Это ваш момент. И он начинается сейчас. Вы ожидали суда. Вы приготовились к приговору, который, как вы думали, должен был последовать. В тот момент я взглянул бы на свои ошибки, долги, упущенные возможности и заявил бы: вот чего вы заслуживаете. Но вместо этого я вторгаюсь в вашу историю с чем-то неожиданным. Не с осуждением, не с отсрочкой, а с переменой. С такой переменой, которая приводит врага в ярость и ошеломляет наблюдающий мир. Вот что я имею в виду, когда говорю «мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои». Исайя 55:8. Вы думали, что ваши прошлые решения вас дискредитируют. Вы думали, что ваши финансовые проблемы должны исчерпать себя, прежде чем вы сможете надеяться на перемены. И вот я здесь не просто прощаю то, что вы считали непростительным, но и использую это как основу для вашего прорыва. Те же шаблоны, которые когда-то приносили вам недостаток, теперь преобразуются в шаблоны, которые создают изобилие. Те самые привычки, которые разрушали ваш покой, будут заменены финансовым интеллектом, новыми стратегиями и вдохновенной дисциплиной. Я не просто спасаю вас, я создаю вас заново. Я обещаю вам в нужное время, а вы ближе, чем. Думайте, я открою последнее наставление. Это наставление станет недостающим ключом, последней комбинацией, которая откроет последний замок на хранилище изобилия, которое я приготовил для вас. Этот момент не будет случайным. Оно придет с точностью, идеально соответствуя тому моменту, когда ваше сердце и разум будут готовы его принять,
Когда вы последуете ему, хранилище распахнется, и начнется поток не ручеек, не сезонное благословение, а непрерывный поток благ. И это процветание не придет само по себе. Оно придет со спутниками, финансовой грамотностью, которая его сохранит, новыми идеями, которые его умножат, неожиданными приглашениями, которые возвысят ваше положение, и скрытыми возможностями, которые внезапно станут очевидными. Ситуация изменится настолько резко, что люди, которые когда-то жалели вас, будут просить у вас совета. Я исполняю свое слово из Второзакония 28:10, и увидят все народы земли, что имя Господа наречено на тебе, и убоятся тебя. Они будут бояться вас не ужасом, а благоговением перед переменами, которые они не смогут объяснить. Будут моменты, когда это благословение застанет вас врасплох. Вы будете жить своей обычной жизнью, ожидая обычных трудностей, и вдруг придет электронное письмо, раздастся телефонный звонок или откроется дверь, о существовании которой вы даже не подозревали. Вы войдете в комнаты, в которые никогда не думали войти, сядете за столы, где будут приниматься решения, напрямую влияющие на вашу жизнь. И когда вы попытаетесь объяснить, как это произошло, вы поймете, что нет другого логического объяснения, кроме моей руки. Именно в таких случаях я специализируюсь. Когда Петр рыбачил всю ночь и ничего не поймал, он ожидал лишь еще большего разочарования. Но когда я велел ему снова закинуть сеть, она вернулась настолько полной, что начало рваться Луки 5:6. Вы тоже много раз забрасывали свою сеть напрасно. Вы пробовали те же самые просьбы, те же стратегии, только чтобы вытащить пустоту. Но я говорю вам сейчас, в следующий раз, когда вы поступите по моему слову, сеть будет не просто полной, а она будет переполнена. Знаю, вы задавались вопросом, зачем ждать подходящего момента? Почему не сейчас? Ведь время – это щит, защищающий вас от благословений, которые могут обрушиться на вас прежде, чем вы будете готовы. Процветание без мудрости оборачивается потерей. Влияние без зрелости оборачивается крахом. Я не просто открываю хранилище, я гарантирую, что, когда оно откроется, у вас будут силы и умения им распоряжаться. И когда придет это указание, то самое, которое закроет последний замок, вы поймете его без малейшего смущения. Оно придет с ясностью, покоем и безотлагательностью все сразу. Скрытые возможности уже начинают пробуждаться под поверхностью. Формируются партнерства, о которых вы даже не подозревали. Люди произносят ваше имя в комнатах, где вы никогда не бывали. Системы и структуры перестраиваются, чтобы, когда вы сделаете шаг вперед, путь был свободен. Я создаю условия не только для обеспечения, но и для влияния. И это влияние не будет поверхностным, оно будет нести на себе бремя цели. Мир увидит перемены. Те, кто когда-то считал тебя вечно борющимся, начнут говорить, что-то изменилось. Они увидят не просто новую одежду, лучшую машину или новый дом. Они увидят, как ты уверенно ходишь, как мудро говоришь, как ты больше не вздрагиваешь, когда речь заходит о деньгах. Твоя жизнь станет свидетельством того, что моя рука может вывести человека из пропасти в обетованное место. И когда они спросят вас, как это произошло, я хочу, чтобы вы сказали им правду. Я доверял наставлениям Бога. Я верил, когда они казались бессмысленными. Я ждал, когда легче было бы поторопиться. Я повиновался, когда послушание казалось слишком дорогим. Потому что именно так небеса обращаются к вам на помощь, через доверие, через терпение и через действие в назначенное время. Вы ожидали новых потерь, новых задержек, новых закрытых дверей. Но я говорю вам, потери заканчиваются, задержка закончилась, и двери распахиваются настежь. Разворот уже здесь, и его уже не вернуть. Так что держитесь.
Слушайте внимательно. Последнее наставление уже в пути, и когда оно придет, ваши руки не дрогнут от страха, они откроются, чтобы принять. И когда вы получите, вы не растратите его, вы приумножите. Вот как мир узнает, это была неудача, не случайность, не совпадение. Это было безошибочное движение Бога. Это момент, когда все начинает обретать смысл, момент, когда ночи, полные беспокойства, утра, полные изнеможения и годы ощущения, будто ты вечно отстаешь, наконец уступают место чему-то новому. Приходящее к тебе процветание – это не просто обеспечение, это полный переворот в циклах, которые связывали тебя и твою семью. Я выбрал тебя не случайно, а намеренно. Я выбрал не самого сильного по человеческим меркам и не того, у кого самый впечатляющий послужной список. Я выбрал тебя, потому что твоя вера не умирала, когда ее было бы легче похоронить. Я выбрал тебя, потому что твое послушание, даже в малом, открыло мне дверь, чтобы излить больше, чем ты мог себе представить. И вот начинается излияние. Но поймите, это не только для вас. То, что я вливаю в вашу жизнь, должно излиться, пролиться в жизни других, стать светом в темных углах, где поколениями царила нужда. Богатство, возможности, влияние – все это инструменты в ваших руках, оружие против бедности, ключи к свободе не только для вас, но и для тех, кто связан с вами. Ваша семья почувствует это. Ваши дети вырастут в другой атмосфере. Ваши родители, ваши братья и сестры, даже дальние родственники, которые когда-то знали лишь трудности, начнут дышать легче благодаря дверям, которые я открываю через вас. Благодарность – ключ к сохранению чистоты этого потока. Без благодарности изобилие превращается в право на что-то, а право на что-то задушит благословение, которое я посылаю. Я говорю вам сейчас, пусть каждая победа будет отмечена благодарностью. Произносите мое имя, когда приходит повышение. Благословляйте меня открыто, когда приходит неожиданная оплата. Возвышайте свой голос в поклонении, когда сделка заключается в вашу пользу. Потому что благодарность не только воздает почести тому, что я дал, но и приумножает его. Именно благодарность разрушает наследственные проклятия скудости и нехватки. Именно благодарность превращает временное обеспечение в вечное наследие. Я ясно даю понять, я создал тебя не для того, чтобы ты управлял крохами. Я создал тебя, чтобы ты управлял изобилием. Я призываю тебя думать как управитель, а не как выживальщик. Планировать, организовывать, принимать решения, исходя из силы, а не отчаяния. И да, поначалу это будет казаться странным, тратить без страха, отдавать без тревоги, копить без мысли о том, что катастрофа не за горами. Но это потому, что ты принимаешь образ мышления, чуждый твоей родословной. Ты меняешь представление своей семьи о пропитании. Ваш дом ощутимо изменится. Счета будут оплачены без тени страха. Ремонт, который вы откладывали годами, будет сделан. В кладовой будет еда не только на неделю, но и на долгие годы вперед. Машина, которая хромала, сменится надежностью. Дом станет местом покоя, а не напряжения. И помимо практичности, изменится сама атмосфера, смех сменит вздохи, надежда – смирение, а планы на будущее – постоянная борьба за выживание. Вы думали, что двери закрылись навсегда. Вы думали, что обещания были отложены так долго, что стали далекой мечтой. Но услышьте меня ясно, этот момент – не совпадение, это цель. Невозможное стало возможным. Я изменил почву под вашими ногами, направил людей на ваш путь и выделил ресурсы, которые были невидимы еще несколько дней назад. Вы пришли сюда не случайно, вы пришли, потому что отказались отпустить, потому что вы остались, когда другие ушли,
потому что вы прикоснулись к ключу веры и удержались, даже когда ваши руки дрожали. Присмотритесь. Необходимые вам связи уже приближаются. Люди, обладающие влиянием, словом, властью произносить ваше имя в комнатах, куда вы никогда не заходили, их посылают. Скоро вы услышите разговоры о вас, которые вы не инициировали, двери, в которые вы никогда не стучались, возможности, ожидающие вашего имени, написанного невидимыми чернилами божественного порядка. Окна небесные открываются над вами, и пропитание льется не струйками, а потоками. У вас будет достаточно не только для платы счетов, долгов и выживания, но и для изобилия, для умножения, для такого процветания, которое преображает целую родословную. Думаешь, дело только в твоей победе? Нет. Речь идет о твоей семье. Речь идет о разрушении проклятия, которое поколениями держало их в замкнутом круге нужды, долгов и страха. Ты тот, кого я избрал, чтобы принести этот прорыв в твою семью. Твои родители, твои дети, твои братья и сестры, они увидят перемены в тебе и поймут, что это я, Господь, сотворил их. Это будет свидетельством, о котором твоя семья будет говорить долгие годы, как ты выстоял, как боролся, как верил, когда все казалось бессмысленным, и как ответили небеса. Говорю вам, ваша победа близка. Совсем близка. Последняя тайна, последний кусочек пазла откроется тем, кто выстоит до конца. Сейчас не время медлить. Сейчас самое время сделать шаг вперед с протянутыми руками, готовыми принять. То, во что вы вступаете, не временно. Это не хрупко. Это благословение завета, запечатанное, непоколебимое, необратимое. План врага украсть вашу радость, ваши ресурсы и ваш мир разрушен. Прилив изменился, и теперь течение несет вас к берегу исполнения желаний. Не пренебрегайте малыми начинаниями, которые вы видите сегодня. Это всего лишь семена, и каждая из них разрастется так, как никто в вашей семье еще не видел. Они спросят, как это произошло? Как вы нашли эти связи? Как исчезли долги? Как ваш бизнес вырос в сезон, когда другие закрывали свои? И вы ответите одной правдой: это был Бог. Это было Его время. Это была Его рука. Потому что это не дело человеческой стратегии, а творение божественного замысла. Я пошлю решения, которые идеально подойдут именно вам. Для каждого финансового узла, который казалось неразрешимым, я найду точную стратегию, точную связь, точную идею, которая вам нужна. Что-то придет от знакомых вам людей, что-то от незнакомцев, за чьи имена вы однажды поблагодарите меня. Даже те возможности, на которые вы не претендовали, найдут свой путь. Я выстраиваю все так идеально, что вам придется остановиться и сказать: «Это был Бог». И благословение не просто удовлетворит нужды, оно даст возможность осуществить мечты. Те мечты, которые вы вынашивали в тайне, думая, что это роскошь, которую вы никогда не сможете себе позволить, начнут воплощаться в жизнь. Будь то открытие бизнеса, поддержка дела, близкого вашему сердцу, путешествие в место, о которых вы только мечтали, или помощь кому-то другому в его призвании, у вас будут средства воплотить это в жизнь. Это не потворство желаниям, это работа для царства. Я даю вам то, что вам нужно, чтобы исполнить то, что я вложил в вас еще до вашего рождения. Ваша задача сейчас – принимать и сохранять гармонию. Не позволяйте старому мышлению вернуться. Не попадайтесь в ловушку, думая, что это временно. И ни при каких обстоятельствах не копите то, что я вам дал, из страха, что оно закончится. Я не даю вам разовый подарок, я создаю поток. А поток поддерживается верой, послушанием и щедростью. Будут моменты,
когда люди обратятся к вам за помощью, одних вы будете хорошо знать, других едва ли. Я дам вам проницательность, чтобы вы знали, когда сказать «да», а когда «нет». Не бойтесь этих моментов, они часть вашего свидетельства. Каждый раз, когда вы отдаете то, что я вложил в ваши руки, вы разрываете цепи невидимыми для себя способами. Некоторые из этих цепей даже не ваши, они принадлежат другим в вашем кругу, которые никогда не познают полноту того, что я сделал, пока вы не вступите в свое призвание быть распространителем благословений. Этот поворот также исцелит отношения. Там, где деньги стали причиной разногласий, я принесу восстановление. Там, где финансовые трудности ожесточили сердце, я смягчу их. Некоторые из извинений, которых вы ждали, придут в этом сезоне, не потому, что другой человек вдруг все понял, а потому, что изобилие способно изменить ход разговора. Я использую то, что даю вам, чтобы восстановить не только ваш банковский счет. И когда мир увидит тебя, он увидит перемену. Они заметят мир в твоих глазах, уверенность в голосе, то, как ты ведешь себя, словно знаешь, что о них позаботились. Кто-то будет любопытен, кто-то скептически настроен, кто-то вдохновлен. Но всем придется признать, что в твоей жизни что-то изменилось. И когда они спросят, ты скажешь им правду. Это была вера, это было послушание, это был Бог. Сейчас я призываю вас запечатлеть этот момент. Не завтра. Не сегодня. Сейчас. Напишите свое заявление в комментариях, вашу благодарность, вашу преданность, вашу веру. Сделайте его публичным. Пусть оно станет свидетельством, как столб в земле, говорящий: «Это день, когда я вошел в изобилие». Небеса слышат это. Духовный мир отмечает это. И ваше собственное сердце будет укоренено в нем. Вы были избраны для этого. Вам это было доверено. И вы увидите, как это сбудется не по частям, а во всей полноте. Именно в этот момент ваша история изменится, и последующие поколения будут жить в свете того, что высвобождается в вашу жизнь прямо сейчас. Так что поднимите голову, возвысьте свой голос и шагните в изобилие, которое я уготовил. Оно ваше. Оно есть сейчас. И его не отнять. С самого начала я говорил тебе, это не совпадение. Ты попал сюда не случайно. Это было преднамеренно. Я втянул тебя в этот момент, потому что хотел, чтобы ты услышал мой голос, говорящий тебе истину, которой стремилось твое сердце, невозможное стало возможным. То, что когда-то было заперто, открылось. То, что казалось вечностью закрытыми дверями, теперь превращается в коридор, полный возможностей. Ресурсы, которые ты считал недостижимыми, теперь приближаются к тебе. Связи, которые ты считал предназначенными для других, открываются на твоем пути. Окна рая открываются, потому что ты прикоснулся к ключу и остался. Понимаете ли вы силу этого? Вы не просто прикоснулись к ключу, вы остались, когда было бы проще уйти. Вы преодолели сомнения, промедление и ложь врага, утверждавшего, что ничего не меняется. Эта настойчивость запустила в духовной сфере нечто, что невозможно остановить. Я запустил цепь благословений, которые не только удовлетворят ваши потребности, но и превзойдут все, что когда-либо переживала ваша семья. Вы выходите на новый уровень процветания, который станет совершенно новой территорией для вашей семьи. Это не то благословение, которое приходит и уходит. Это благословение, которое созидает, которое растет, которое устанавливает новые стандарты. Я веду тебя от выживания к умножению. Я превращаю твое имя в свидетельство, на которое другие будут ссылаться, говоря о моем обеспечении. И да, твоя победа близка.
Настолько близка, что даже сейчас земля у тебя под ногами движется, готовя тебя к ней. Но есть еще одна вещь, последняя тайна, которую я открою только тем, кто останется до конца. Видите ли, я ищу не зрителей, я ищу участников. Тех, кто не просто услышит обещание, но и воплотит его в жизнь. И вы, оставшись, показали мне, что готовы не просто к мимолетному взгляду, а к полноте. Эта последняя тайна будет открыта не всем, но верующим, тем, кто понимает, что благословение неразрывно связано с послушанием и благодарностью. Ваши следующие шаги имеют значение. Каждое решение с этого момента семя, и я слежу за почвой вашей жизни, чтобы урожай был более чем достаточным. Вы увидите внезапные возможности, не медлите, когда они появятся. Вы получите неожиданные приглашения, примите те, которые я укажу вашему духу. Вы встретите людей, чье присутствие ускорит вашу судьбу, чтите их, и связь станет глубже. Так начинается умножение не случайно, а осознанными шагами в соответствии с моим планом. Я хочу, чтобы вы вспомнили, где вы были, когда впервые услышали эти слова. Неуверенность, вопросы, тихую боль в душе. Пусть этот момент станет тем местом, где все начало меняться. Вернитесь к нему, когда сомнения попытаются снова закрасться. Проиграйте эти слова снова, когда ваш разум попытается убедить вас, что это всего лишь эмоции. Поделитесь ими с тем, кого любите, потому что это касается не только вас. Речь идет о создании волны, которая коснется каждой жизни, связанной с вашей. Итак, вот что я хочу, чтобы вы сделали прямо сейчас. Запечатлейте этот момент, провозгласив его публично. Напишите в комментариях, что вы принимаете это слово, верите в него, что вы вступаете в приумножение и процветание. Это не просто социальное действие, это духовный знак. Каждый раз, когда вы произносите его, вы укрепляете корни своей веры. И не останавливайтесь на достигнутом. Поставьте лайк этому видео, чтобы оно осталось у вас. Поделитесь им, чтобы другие могли присоединиться к своему прорыву. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующее слово, которое я скажу в вашей жизни. Пересмотрите его, когда враг попытается сказать вам, что ничего не изменилось, потому что каждый раз, когда вы слышите это, оно проникает глубже, становится реальнее и продолжает формировать ваше видение будущего. Ты прикоснулся к ключу и остался. И благодаря этому ты идешь в будущее, которого твоя семья никогда не видела. Невозможное уже начало открываться. Окна небес открыты над тобой. Твой путь определен, твои шаги упорядочены, и победа, которую ты ждал, ближе, чем твой следующий вдох. Теперь двигайся вперед, потому что умножение не просто грядет. Оно уже началось.